Барев, дорогой, любимый армянский народ, мы с вами давно не виделись, потому что наш последний эпизод вышел аж месяц назад. И вот мы вернулись в новой локации, с новыми идеями, с новыми форматами. Неизменной осталась лишь любовь к родине и желание изучать историю Армении. В прошлом выпуске, который вышел месяц назад, мы говорили о последствиях первого раздела Армении и подробно разобрали судьбу той части Армении, которая после раздела перешла к Византийской империи. Сегодня же мы поговорим о другой части Армении, которая после раздела перешла под покровительство и власть сасанидского Ирана, то есть про Персидскую Армению. Я расскажу о героических подвигах легендарных Вагана и Вартана Мамиконяна, о том, как армянский народ стойко сохранял свою христианскую веру, а также о расцвете армянской литературы и письменности. Если вы смотрите этот выпуск и думаете, какие еще две Армении, какая византийская Армения, персидская Армения, всегда была одна, Армения была Арменией, что вообще несет эта девочка? Прошу вас, не спешите осуждать. Это в целом. А что касается моего вопроса, то посмотрите наш специальный полный выпуск про первый раздел Армении, чтобы более глубоко понимать эту тему и быть в контексте. Ну а мы начинаем. Давайте договоримся, что ту часть Армении, которая после раздела перешла под покровительство сасанидского Ирана, я буду называть Персидской Арменией. Византийцы называли эту территорию Перс-Арменией, а сами армяне — Парсагайк. Также эту часть многие называют Восточной Арменией. Хотя Армения тогда потеряла свою независимость, армяне все равно смогли сохранить часть своей власти внутри страны. Персидские правители понимали, что армянские традиции очень важны, поэтому не стали убирать местных знатных правителей, то есть нахараров. А мы помним, что нахарары — это такие местные аристократы, которые управляли своими землями и придавали власть по наследству. Нахарары занимали главные должности в управлении страной. Например, в Персидской Армении был Спарапет. Это как главный военный, командующий армией. Еще была должность Хазарапета. Он отвечал за экономику, финансы и сбор налогов. А самая важная должность была Марспан. Это как губернатор всей Армении. И на эту должность человека назначал сам персидский шах. Обычно Марспан был перс, но иногда им становился кто-то из армянских нахараров. И в этом случае Марспан не только представлял персидскую власть, но и защищал интересы армян. После того, как в 432 году, после своего изгнания, Католикос Саак I Партев вновь возглавил армянскую церковь, в стране продолжали сохраняться традиционные порядки, несмотря на отсутствие царя. Внук Саака, Вартан Мамиконян, стал спарапетом, то есть главным военным командиром, а уважаемый Ваган Амунтуни занял пост Хазарапета, который отвечал за экономику и финансы. В 443 году Марспаном, то есть верховным правителем Армении от имени Персии, как мы уже говорили, назначили Васака Сюни, одного из самых влиятельных нахараров, который, кстати, прежде своего назначения в Армении управлял Иберией, современной Грузией. Что это значило для Армении? Во-первых, как писал историк V века Эгише, царская власть перешла в руки нахараров Армении. Во-вторых, подати и налоги теперь собирались в пользу персидской казны, но армянская конница, как и прежде, подчинялась своим военачальникам нахарарам. В-третьих, в стране продолжалось свободное богопочитание, церковь оставалась самостоятельной, а жизнь людей шла привычным чередом. Вы можете подумать, какие же хорошие сасаниды. Свободу давали, армян на главные должности назначали, просто вообще великолепно. Но это же все политика. Поэтому и сасанидские, и византийские императоры прекрасно понимали, что для того, чтобы полностью подчинить Армению, им нужно было подорвать военный и экономический потенциал нахараров или даже полностью упразднить их систему власти. Итак, после того, как персидский царь Ездигерд II наладил отношения с Византией и подправил ситуацию на границах, он решил, что хватит армянам жить по своим правилам. У него была четкая цель — полностью подчинить Армению и лишить ее даже намека на самостоятельность. С чего же все началось? В 447 году в Армению приехал специальный представитель царя Ден Шапух.
Его задача была простая, но неприятная – провести тотальную перепись всего населения и имущества. Вы спросите, а зачем вообще все это? Чтобы никто не ушел от налогов. И вот здесь начались настоящие проблемы, потому что теперь платить должны были все, даже священники, которые раньше были освобождены от податей. Причем налоги брали буквально за все – за пашни, за пустые пастбища, за леса. Историк Егише писал, что налоги собирали так, будто грабили людей, и даже сами персы удивлялись, мол, откуда еще в Армении берутся деньги? Типа, мы их грабим, а страна вообще держится на ногах. Персы сами удивлялись, представляете? Так что эти новые порядки ударили по всем. И по простым крестьянам, и по знатным нахарарам. Все деньги теперь уходили просто в персидскую казну, а армянская знать теряла свои доходы и свое влияние, соответственно. Но и это еще было не все. Армянскую конницу, которая раньше могла оставаться дома, отправили воевать в далекую Центральную Азию. Аж на 7 лет отправили. Более того, ключевые должности в стране начали передавать персам. Например, род Аматуни лишили поста Хазарапета, а Католикоса теперь тоже назначали из персов. Но самая главная цель персов даже была не в получении денег или ущемлении прав, получении должностей каких-то. Нет, они хотели полностью изменить армян. Они хотели, чтобы армяне забыли о своей культуре, о своем языке и вере. Персы начали продвигать персидский язык, поощрять смешанные браки. И самое ужасное, они пытались навязать зороастризм вместо христианской веры. А христианство к тому моменту уже стало частью армянской идентичности и символом единства народа. И, конечно же, вся эта сплоченность армян очень не нравилась персидским властям. И чтобы ускорить процесс ассимиляции, персидский царь отправил армянской знати и духовенству специальное послание. Мол, бросайте свою веру, принимайте зороастризм, христианство – это вообще неразумное учение. И тут же намекнул, если армяне примут новую веру, то и соседние христианские страны последуют этому примеру. Он имел в виду Иберию и Албанию. И когда посланник персидского царя, которого звали Михарнарсе, прислал свое послание с требованием принять зороастризм, армяне не растерялись. В 449 году в Арташате собрался Большой собор. Там было 17 епископов во главе с католикосом Ховсепом и вся армянская знать. Они единогласно и решительно отказались менять веру. К примеру армян последовали и грузины с албанами. Все сказали персам твердое «нет». И, конечно же, персидский царь Ездигерд II был в ярости. Он вызвал к себе самых знатных представителей Армении, Иберии и Албании. Среди них был Марспан Васак Сюни, бывший Хазарапет Ваган Аматуни и Спарапет Вартан Мамиканян. К Ктесифоне их встретили холодно. Никто не вышел поприветствовать их, а сам шах, по словам историка Егише, выглядел как злой дев, в переводе «злой бес». Персидский шах рычал на знать, требуя отречься от христианства и поклониться солнцу, иначе он грозил расправой. Обстановка была очень опасной, и поэтому армянские нахарари решили действовать с умом. Этот поступок можно трактовать по-разному, можно оправдать, можно осудить, но мы здесь занимаемся историей, поэтому рассказываем о событиях так, как они происходили. А произошло вот что. По совету одного из приближенных шаха, который тайно исповедовал христианство, армянская знать сделала вид, что готова принять зороастризм. Ездигерд поверил этому, так обрадовался, одарил подарками нахараров, но для безопасности оставил в заложниках Бдешха Гугарка Ашуша и 2 сыновей Васака Сюни. Вот это нужно запомнить, что 2 сына Васака Сюни остались в плену у персидского шаха. Когда армянские нахарари возвращались в Армению, за ними отправили целую делегацию, более 700 жрецов-могов с макпетом и специальный конный отряд. Все это сопровождалось пышными церемониями. Просто шах был уверен, что его план удался и он победил. Жрецы-моги, которые отправлялись с армянской знатью, должны были донести до Армении новый царский указ. Во-первых, закрыть все христианские храмы, прекратить службы и изъять церковную утварь. Во-вторых, священникам запретили учить народ, а верующих заставляли отказаться от монашества. В-третьих, женам нахараров велели изучать учения могов. И самое шокирующее – шах приказал отменить христианский брак. Он разрешал многоженство,
и даже ввел совершенно дикие и противоестественные семейные правила, типа того, что внучка может выйти замуж за своего деда, отец за дочь, какая-то дичь, в общем. И все это ради того, чтобы разрушить традиции и веру армян. Когда весть об отречении нахараров дошла до Армении, народ был потрясен. И вот когда армянские нахарары с персидскими жрецами и персидским войском прибыли в село Ангах, это было в сентябре 449 года, там вспыхнуло первое восстание. Первое восстание, это важно запомнить. А произошло оно вот как. Местные жители во главе с Эвереем Гивондом избили жрецов и прогнали их прочь. И это первое восстание стало искрой для антиперсидского движения, которое быстро охватило всю страну. Восстание возглавили Марспан Васак-Сюни и Спарапет Вартан Мамиконян. Вместе с другими нахарарами они публично покаялись перед народом за вынужденное отречение и встали во главе борьбы за веру и свободу Армении. И вот весна 450 года в Армении кипит настоящая борьба за свободу. Армянское войско растет с каждым днем. Чтобы не оставить врагу ни одного шанса, наши предки выгоняют персидские гарнизоны из Арташата, из Гарни, из Аргагерса и Вана. Персов выбили из многих городов и сел, а все капища, которые жрецы успели построить за короткое время, были разрушены. На их месте армянские священники провели обряд очищения и водрузили Святой Крест, то есть символ возвращения веры и традиций. То есть армяне действовали очень решительно и не собирались останавливаться. Но в то же время они понимали, что чтобы выстоять против Персии, нужна поддержка извне. Для этого армянская знать отправляет уважаемого нахарара Атома Гнуни с письмом к византийскому императору Феодосию II. И в письме армяне отражают крик о помощи и напоминание о дружбе двух христианских народов. Они пишут: «Мы лучше умрем, оставаясь верными Богу, чем будем жить в отступничестве. Если вы промедлите, этот огонь может охватить и другие страны». Согласитесь, очень к месту сказанные слова. Но тут неудача, потому что Византия сама под угрозой гуннов не хочет ссориться еще и с Персией. А тут еще Феодосий II умирает, и на трон приходит Маркиан, который, по словам историка Егеше, был не самым решительным императором. И поэтому Маркиан предпочел заключить мир с персами и оставить армян без поддержки. Так что армяне остались один на один с огромной персидской державой. Но наши предки не сдались. Вартан Мамиконян понимает, что нужно собирать и готовить войско. И свое войско он делит на 3 части. Первая часть под командованием Нершапуха Арцруни отправляется защищать юго-восточные границы. Вторая, под руководством Марспана Васака-Сюни, остается в тылу, а сам Вартан возглавляет 3-ю часть и идет навстречу персидской армии. Битва состоялась у города Халхала. Армяне там разбили численно превосходящих персов. Это вдохновило и албан, и грузин, которые присоединились к армянскому войску. Вместе они двигаются к Дарьяльянскому ущелью и уничтожают персидские гарнизоны. Вартан Мамиконян даже отправляет послов к эфталитам и заключает с ними союз против сасанидов. Этот момент тоже запомним, потому что в будущем этот договор даст свои плоды. И здесь может сложиться впечатление, что для Армении все налаживается и складывается, и народ объединяется против общего врага. Но тут происходит неожиданный поворот событий. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, если вам откликается наше видение и желание распространять историю Армении, то просим поставить лайк на это видео, написать комментарий, поделиться этим видео. Таким образом, алгоритмы будут нас продвигать, и многие наши соотечественники смогут узнать о нашем проекте и изучить историю Армении в таком интересном и доступном формате. Мы читаем все ваши комментарии и благодарим вас за добрые слова, и за поддержку, и за вашу активность. А произошло вот что. Васак-Сюни, командующий важными областями Армении, начинает сомневаться. Мы помним, что его сыновья в заложниках у персидского царя, и он понимает, что открытая война против персов может стоить ему всего – и семьи,
и сыновей, и должностей, и богатств, и всего-всего. Поэтому Васак Сюни считает, что сопротивляться огромной персидской армии слишком опасно. Он пытается убедить народ, что лучше смириться, чем продолжать борьбу. Но, конечно же, большинство его не поддерживает. И тогда Васак идет еще дальше и уже открыто переходит на сторону персов, уводя за собой часть знатных нахараров, которые были с ним солидарны. Это расценивалось как настоящее предательство родины. И вот опять раскол, и вот опять раздел. Вообще, изучая историю Армении, складывается ощущение, что предательство и разделение как будто бы являются проклятием для армянского народа. Потому что очень часто армянскому народу грозила смертельная опасность, и в эти ужасно опасные моменты всегда находился человек, который нагло, явно предавал свою родину. И от этого ситуация становилась еще сложнее. И история персидской Армении не исключение. Вартан Мамиконян, узнав о предательстве Васака Сюни, срочно возвращается в Айрарат. Там он собирает вокруг себя всех, кто не готов сдаваться и кто по-прежнему верит в свободу. Но ситуация в стране уже накалилась, потому что началась настоящая гражданская война. Крепости и села разоряются, а обычный народ страдает. Поэтому было принято решение, чтобы армянские войска ушли на зимние квартиры и немного передохнули, чтобы весной снова вернуться в бой. Они, конечно, отдыхали, но совсем без дела тоже не сидели. Потому что зимой 450 года все восставшие собираются в Арташате. Им нужно было решить, что делать дальше. И на этом соборе они принимают важное решение. Решение создать свое собственное правительство, чтобы больше не было разброда и каждый знал свое место. Главой правительства, конечно же, выбирают Вартана Мамиконяна. Он остается с парапетом, то есть главным военным. Другие важные посты занимают проверенные люди. Ваган Амутуни становится хазарапетом. Католикос Ховсеп остается католикосом и главным духовным лицом, а Хорен Хорхуни – малхазом. По сути, таким образом, армяне пытались восстановить свою государственность, которую у них отняли сасаниды. И, конечно же, все эти движения и моменты не остаются незамеченными в Персии. Сасанидский двор и так был встревожен, а тут еще и Ездигерд II возвращается из Центральной Азии после неудачной войны с эфталитами. Но вернемся к Васаку Сюни. Видя всю эту ситуацию, Васак Сюни советует персидскому царю, мол, давай попробуем действовать помягче с армянами. Может быть, как-то подкупить их, и тогда они успокоятся. Давай попробуем какую-то лояльную политику к ним проявить. Ездигерд прислушивается к этому совету и издает указ, где заверяет, что больше не будет заставлять армян менять веру и даже налоги немного снизит. Это, конечно же, сразу подкупает определенную часть армянских нахараров, и кто-то переходит уже на сторону Васака Сюни. Также Васак пытался изолировать Вартана, и частично у него это даже получилось, потому что некоторые армянские области, соответственно, нахарары, которые управляли этими областями, а также соседние иберы и албаны, отошли от движения. Но Вартан Мамиконян же тоже не из простых, поэтому он вообще не сдается. И, в принципе, он понимает, что назад дороги уже нет. Поэтому это далеко не конец, и мы продолжаем говорить о последующих событиях. Значит, в апреле 451 года Ездигерд, убедившись, что Византия не собирается вмешиваться в дела армян и персов, снова решает действовать жестко. В Армению отправляется огромное войско под командованием Михар-Нарсе, того самого, которого армянские летописцы называют старым злым драконом. В ответ Вартан собирает все силы в Арташате. Военное столкновение становится неизбежным. Поэтому перед боем Вартан собирает своих доблестных воинов и произносит речь, которая до сих пор реально вдохновляет. Он сказал: «Не бойтесь множества врагов. Если Господь даст нам победу, мы выстоим, а если умрем, то за веру и свободу. Главное, не путайте трусость с мужеством». Эти слова зажигают армянских воинов. Вартан возглавляет армию из 66 тысяч человек
и идет навстречу персам, которые уже разбили лагерь на Аварайской равнине. И вот здесь дата, которую нужно запомнить. 26 мая 451 года. Решающий день. Две армии сходятся в битве, которую потом назовут одной из самых кровавых в армянской истории. Егише пишет, что на поле стоял такой грохот, что казалось, сталкиваются сами небеса. Персы втрое превосходили армян по численности, и даже этого им было мало, они пустили в бой боевых слонов. Бой был невероятно жесткий. Щиты гремели, стрелы свистели, крики раненых и воинов с обеих сторон. Армяне сражались до конца, но все же силы были неравны. Вартан Мамиконян пал в бою, став символом национального героизма. Егише пишет: «Поля были залиты кровью, сердца разрывались от боли, потери были огромные с обеих сторон, но дух армян не был сломлен». И вот несмотря на поражение, персы так и не смогли покорить Армению. Армянские воины ушли в горы и начали партизанскую войну. Борьба продолжалась, и обе стороны несли потери. Но армяне доказали, их не сломить ни числом, ни силой. 26 мая, день Аварайского сражения, навсегда остался в памяти армян как день борьбы за веру и свободу. Вартан Мамиконян и его сподвижники стали для народа настоящими героями, то есть мучениками Отечества. Их подвиг вдохновлял армян на протяжении веков, а сама война стала символом национального единства. История Аварайской битвы – это история о том, как народ, даже оказавшись в меньшинстве, может встать за свою веру и свободу до самого конца. После Аварайра в игру вступили новые обстоятельства. Ирану совсем стало не до Армении, потому что с востока на Персию обрушились ифталиты. И что самое интересное, ифталиты пришли на помощь армянам, согласно ранее заключенному договору, о котором я уже упоминала. Персидский царь Ездигерд II оказался зажат между двух огней и решил пойти на уступки. Он снял с должности Васака Сюни, которого считал виновником всех своих провалов, и назначил новым правителем Атрормизда Аршакана, потомка знатного персидского рода. Атрормизд начал рассылать письма с царскими печатями, мол, «Возвращайтесь домой, обещаем свободу вероисповедания, прощаем долги, даже армейская служба станет для вас легче». Но был один подвох. Лидеры восстания должны были предстать перед персидским шахом. Это было важным условием. И здесь тоже, как показывает история, опять злую шутку сыграла с армянами их доверчивость и наивность. Когда армянские лидеры приехали в столицу Персии, их ждала ловушка. 13 нахараров, включая Васака Сюни и католикоса Ховсепа, отправили в ссылку за Каспий, а духовных лидеров казнили. Остальных нахараров надолго бросили в темницу, где они стали пленниками и были вынуждены служить в персидской армии. Вернуться домой они смогли только спустя много лет, когда на трон взошел новый шах Перос. Жены армянских повстанцев тоже испытали немало страданий. Историк Егише писал, что женщины, привыкшие к заботе и уюту, теперь босыми ходили молиться. Их кожа темнела на солнце, а ночи они проводили прямо на земле. Васак Сюни, ставший ненужным персом, умер в тюрьме, обвиненный во всех смертных грехах. А католикосами Армении стали представители проперсидской партии. Поэтому теперь церковь контролировали люди, лояльные к Ирану. Но стоит отметить, что после Аварайра персы немного ослабили хватку. Хотя и это было ненадолго. Уже в 460-х годах давление усилилось. Экономические поборы, попытки ассимиляции, новые законы. Теперь зороастризм стал признаком лояльности шаха. То есть только те нахарары, которые отказались от христианства, получали привилегии и высокие посты. Многие из армянской знати ради выгоды временно переходили на сторону персов, но при первой возможности возвращались к своей христианской вере. Это привело к настоящему расколу. Одни оставались верны христианству и традициям, другие становились опорой персидской власти. В итоге Армения потеряла свою автономию,
а власть в стране перешла к персидским ставленникам. Это вызывало большое недовольство и среди знати, и среди простых людей. Короче говоря, персы пытаются управлять всем. Они ставят своих людей, а тех, кто готов предать родную веру, награждают и продвигают. В Иберии, современной Грузии, происходило все то же самое. Местных князей отодвигали, а вероотступники получали от персов власть. Но происходит ситуация, когда персы проигрывают войну с эфталитами, и здесь жители Иберии решают, мол, хватит это терпеть. Их царь Вахтанг поднимает восстание, убивает персидского наместника и объявляет борьбу за независимость. Интересно, что тот самый персидский наместник, которого убили, его звали Вазген, был женат на дочери армянского героя Вартана Мамиконяна. Эту девушку звали Шушаник. И вот Вазген требовал, чтобы Шушаник тоже отказалась от христианства, но эта девушка выбрала мученичество и стала святой сразу для двух народов. Она не захотела отречься от своей веры. И эта история вдохновила армян. Они собирают тайный совет и решают поддержать грузин и объединиться против персов. Во главе армян становится Ваган Мамиконян. Это племянник того самого Вартана. Вагана когда-то заставили публично отречься от веры, но теперь он возвращает себе честь и становится лидером восстания. В свою очередь, конечно же, персы не собирались сдаваться. Они собрали большую армию и снова двинулись на Армению. Казалось бы, шансов у армян мало. Их было всего несколько сотен против 1000 врагов. Но, ребята, это же армяне. Они не растерялись. Вместо того, чтобы вступать в открытую битву, они придумали хитрый план. Представьте, армяне отступают, делают вид, что боятся, и ведут персов дальше, прямо к подножью горы Арарат. Персы уверены в победе, они гонятся за армянами, мол, мы сейчас их победим, и теряют свою бдительность. И тут армяне внезапно нападают. Все происходит очень быстро и неожиданно, персы не успевают собраться, начинается какая-то паника, движуха, и армянские воины одерживают блестящую победу, даже несмотря на то, что их было намного меньше. И после этой славной победы к армянам начали присоединяться даже те, кто раньше сомневался. Люди поверили, что вместе можно победить даже самого сильного врага. Но после первых побед началась череда новых боев. Иногда армяне выигрывали, а иногда им приходилось отступать, но они все равно не сдавались. Ваган захватил несколько важных городов и стал главным в стране. И когда спустя время персы снова напали, Ваган с небольшой группой ушел в горы и оттуда продолжал бороться с врагом, устраивая внезапные нападения. И так началась партизанская война. В это время у Персии начались еще более серьезные проблемы. Их царь погибает на войне, и новый правитель быстро понимает, что дальше воевать с армянами просто бессмысленно, потому что война с армянами только истощает силы персов, а победы все равно нет. И тогда новый персидский царь решает, что пора договариваться. Он предлагает переговоры, но теперь уже не персы диктуют условия, а армяне. И вот Ваган Мамиконян выступает от имени всего народа и четко говорит: «Мы согласны на мир, но только в том случае, если нам дадут свободу верить в свое, а армянская знать снова получит свои права». Ну что еще оставалось персам делать? Конечно же, они соглашаются на эти условия. И с этого момента в Армении наступает долгожданный мир. Люди могут спокойно исповедовать свою веру, а знать снова занимает важные государственные должности. После всех испытаний армяне добились того, за что боролись – свободы и уважения к своим традициям. После всех бурных событий в Армении наконец наступает долгожданное облегчение. Осенью 485 года армянский герой Ваган Мамиконян становится главным правителем страны. Теперь он Марспан. И это официально признает персидский царь. Для армян это был настоящий прорыв. Наконец-то их лидер у власти, и страна снова может жить по своим правилам. Но дальше еще лучше.
Новый персидский царь Кавад I тоже не стал мешать армянам. Он назначил править Арменией брата Вагана, Варда, который когда-то даже сбежал из персидского плена, чтобы вернуться домой и поддержать свой народ. Самое важное, что теперь армяне снова сами решают, как жить. Да, формально страна по-прежнему подчиняется Персии, но внутри все управляется по-армянски, как и раньше. Почти 85 лет в Армении был мир. Люди спокойно работали, восстанавливали города и села, развивали ремесла и торговлю. Город Двин стал настоящим центром жизни. Здесь кипела торговля, строились новые дома и церкви, а культура расцветала. Все это стало возможным только потому, что армяне не сдались, держались вместе и верили в себя и в Бога. Благодаря этому они не только сохранили свою культуру и веру, но и заложили прочный фундамент для будущего развития своей страны. Армяне продолжали сохранять свою идентичность, веру и самобытность. Ни попытки сильнейших держав ассимилировать армян, ни даже внутренние предатели и вероломные действия сильнейших нахараров не смогли помешать армянскому народу процветать и нести свою веру, культуру через века. И это поражает, ребята. Счастливый конец прекрасной истории, можно было бы сказать, если бы это был конец. Но это не так. Ведь впереди еще много событий, богатая история, которую мы будем продолжать изучать. И в следующем выпуске мы поговорим об Армении под арабским халифатом. Также, если у вас есть желание получить доступ к эксклюзивному контенту и первыми смотреть все выпуски, а также параллельно поддержать наш проект финансово, то для вас на нашем канале появилась возможность стать спонсором канала. Поэтому, если вас это интересует, вы можете перейти по ссылкам и принять участие в спонсорстве. Тем самым мы покажем много внутрянок, более подробно будем рассказывать некоторые армянские истории, и также вы первыми будете видеть наши выпуски.